Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать из статей в интернете, найти мой инстаграм, YouTube канал, телеграм канал, дополнительный телеграм, YouTube канал. Сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, нас будет солнце, поскольку влияют астрономические, астрологические аспекты на нашу жизнь от рождения. Нашу ткань нашей жизни, наши эмоции, наши решения, наша удача и события извне. Также и на историю влияет. Вторая половина знаков зодиака 2-8 декабря. Это Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. По всем сферам просматриваем. Помним, чем больше мы работаем над собой, тем больше наша жизнь похожа на то, что мы желаем. Но, тем не менее, есть предупреждение и попасть в поток. Можно попасть в поток, а можно не в поток. Итак, Дева. Дева на импульсе. Импульсивные желания. Она достаточно активна. И мужчины, и женщины. Женщинам какой-то молодой поклонничек такой. Горячий. На импульсе. На денежках. Денежка стоит. Все как было. Все отлажено, все налажено. То есть поток, вы знаете, что это за деньги, то есть у вас расходы и доходы, все находится вот в такой стабильности. Где-то, наверное, на что-то все-таки зажимает Дева. И экономный знак. То есть все идет таким тихим, спокойным образом. Состояние: казенные дома, общественность, тройка кубков перевернут. Дева. Затирают третьи лица. Не рекомендуется ходить на разные праздники, где вас они не порадуют. Еще можно что-то такое съесть, выпить неблагоприятное. Вмешиваются третьи лица. Дева один из знаков, которые не любят себя презентовать, не любят показуху, и где-то, в общем, им это дается все с тяжелым. Поэтому какие-то крупные сборища, видите, в негативном аспекте выпадает такой. Огорчает Деву. Не праздник, а черти шо. Хотя Дева, очень амбициозная по знаку. Так, состояние здоровья хорошее. Даже если у вас какая-то хроника есть, там она спокойно, тихо протекает. Единственное, что если очень тяжелая болезнь, то человек можно легкий уход. В остальном это очень редко. Да? Для остальных в основном эта карта: можно отправляться в путешествие, они пройдут успешно. Стабилизируется состояние в каких-то хронических болезнях. Я даже могу сказать, что хроника, которая уходит от вас, да, то есть вот она. Особенно психологическое состояние. Мир хорошее для душевных болезней, для состояния стресса, то есть успокоения. Состояние в личной жизни. Я бы сказала, что ваша личная жизнь, так вот она напрягает, тревожит. Вы тратите энергию на своего партнера, если вы находитесь в партнерстве. У вас много с ним каких-то хлопот. В целом, если вы одинокая дева, скорее всего, что вы отгородились. То есть к вам не пробиться. Отгородились каким-то забором. То есть дела, все, мне не до личной жизни. То есть не эротическая карта. О, еще что-то черное. Да, черная карта, не без этого. К чему бы я это отнесла? Скорее все-таки к личной жизни. Вот единственная тревожная карта — общественная жизнь. Это недоброжелатели. Да? Чем меньше показываешь себя, тем больше люди думают, что дева — это такое безопасное, да? Безопасный человек. Девы совершенно не безопасные. Просто они не показывают все наружу. Дальше у нас идет весы. Идут весы, наши весы. Зима, зима.
Что зима? Ничего. Вы же чего-то ждете, какого-то знака с неба, какого-то события, на которое не можете повлиять. А может, вы приболели. Сейчас посмотрим. Вау, вау. Зато работа, ваши денежные, процветание. Процветание. Причем это ясность, понятность, все тихо, спокойно. Хорошая карта для людей, работающих в сфере образования, просвещения, каких-то те, которые занимаются семьей, поддержкой семьи. Ну и также те люди, которые светят другим людям, это разного рода шоу-бизнес, так вот, солнце. Ну, даже те, кто не учится, не работают, это такой очень счастливая карта для работы, для нахождения работы, для того, чтобы найти кого-то, да, кто вам будет помогать в работе. Смотрим, что тут тройка чаш перевернута. Смотрите, видите, вот тут тройка чаш перевернута и тут. Явно планета проходит мимо обоих знаков в этой неделе. Что социум? Социум, который мешает вам. И причем мешает наслаждаться жизнью. Вот не рекомендуется посещение некого праздника. То есть вас будут люди, которые будут вам неприятны, будут вам мешать радоваться. То есть помехи в виде третьих лиц. Очень хорошая карта для здоровья. Говорит о том, что особенно для нетрадиционников, то есть нетрадиционные виды лечения рекомендую на самых даже отчаянных случаях, потому что карта 1 это максимум, это начало нового, что-то новое. Причем это также это обращение к мужчине, врачу мужского пола. Ну, в целом хорошее состояние, крепкое. Прекрасно. В личной жизни только мечей. Да что такое? Какие-то войнушки. Кто-то кого-то хочет подвинуть. Также, если вы одинокие весы, но тут нет места противоположному полу в таком состоянии, потому что сложности. Тут вы заняты, раздражены, и к вам просто не подобраться. Причем в такой жесткой форме их отшиваете. Восьмерка. Ну, еще карта, что надо работать, что-то клевать, что-то делать. Это не обязательно заработок денег. Это может быть какие-то свои работы, по своим делам каким-то. В общем, вы куете. Понятно, что тут какой-то лямур. Не мешайте мне лямур. Да, помогите материально. Да, вот так у весов. Скорпионы. Скорпионы резвятся, веселятся. У женщин это какие-то молодые поклонники. Скорпионы у нас роковой знак. Роковые женщины, притягательные. Драматически. О, ну все, опять пошел скорпион. Луна, непонятная ситуация. Кто-то вас подсиживает. Происходит какой-то мутки-шмутки. По сути, Луна хороша для того, чтобы сокрыть свои какие-то негаразды, ошибки. Но если вы особенно идете на собеседование, подписываете договора, что там по Луне, там заложена какая-то подстава, которая сразу так вот не видна. Кроме того, что вы можете по ошибке как быть в каком-то тумане, что-то пропустить. Будьте внимательны. Даже если вы не учитесь, не работаете, там не зарабатываете деньги, карта говорит, что вы сами можете вот как морок какому-то поддаться, что-то там подписать, надписать. Вообще это велика возможность обмана. Хорошо только для тех, кто занимается магией, астрологией и так далее. Так, ваша социума. Как хлопоты в основном бытового плана, которые там процесс. Что-то вот появляется, вы поделали, вот я бы даже сказала так, есть энергия под это дело, вы переделали, к какому-то окончанию, к какому-то итогу дело не идет. То есть помощники, которые вроде бы, да, ну это все это с места на место перенесли и все. Состояние в здоровье, переутомление. Скорпионы чувствуют себя уставшими, недостаток отдыха, радости в жизни.
и недостаток витамина кайф. Витамина кайф. С личной жизни. Женщина скоро плохо накрутит, мутит своего мужчину. Прям его скручивает, закручивает и снова закручивает. Императрица. Императрица жестко давит на своего мужчину. Мужчинам скорпионам. Ух, и женщина. Ох, и женщина, хозяйка такая вот. Хозяйка, которая просто держит вас в руках. Такая вот, я бы сказала, властная тетя. Но со скорпионом мужчина скорпион не поддается, я скажу сразу, что мужчинам скорпиона любая тетя, как говорится, до одного места. Ну, получаете какие-то плюсы от жизни, какие-то известия, они вас, вот у скорпиона есть такое, что работаю, не чувствую радости, хочу, да, никому не подчиняюсь, но вот без отдыха как-то, что-то недостаток отдыха прослеживается. Хочется радостей, хочется погулять, хочется дурачиться. Наши стрельцы, стрельчихи. О-хо-хо. Солнце светит, а? У стрельчихи прекрасное настроение, она вся сияет, радуется жизни. Солнце одна самая лучшая карта у нас Таро. Закрывает все остальное, посмотрим все остальное. На работе император вам покровительствует. Прекрасное решение, любые решения в каких-то государственных органах. Покровитель, который дает вам деньги, все получаете. Поддержка. Супер-пупер. Хорошее собеседование, хороший найм, если вы ищете кого-то. Не учитесь, не работаете. Ну, вам, как говорится, высшие силы покровительствуют. О, тут ты маг, сплошные старшие арканы. Для стрельцов рай какой-то наступил. Смотрите, маг. Вы в пике своей красоты, влияния, блеска своего, да, маг. Предстать перед обществом, показать самые лучшие свои таланты. Вы на пике популярности. И, в общем, там вы способны на этой неделе получить все от этой жизни, да, в любой сфере. Тут и император, и солнце, и маг. Состояние здоровья. Не рекомендуются поездки к морю на далекие расстояния, да, все тошнота, срачка, болячка. В целом состояние здоровья хорошее. Если какая-то хроника у нас не развивается, что-то где-то подхватило, но тоже шаг вперед, шаг назад. Ну вот, еще белое, ну вообще, еще и белая карта, все, просто все самые лучшие карты. В личной жизни вас ждет подарок прям суперский какой-то. Солнце, белая карта говорит о том, что одинокие встретят того, кого всю жизнь ждали, можно так сказать. Или там те, кто не одиноки, какие-то проблемы в семейной жизни, они чудесным образом решатся за счет какого-то такого внешнего события суперского. О, еще любовники, все на свете. Король кубков вам падает, веселое времяпровождение с мужчиной, с которым у вас все радости жизни, еще две мужских фигуры для женщины. Для мужчин это тоже благоприятные фигуры. Это, если бы мужчина, это ваш родственник, радость в кругу близких, а для женщин это любовник. Ну, просто самый лучший расклад за многие месяцы у стрельцов. Так, наши козероги. Козероги, мужской коллектив, для женщин козерога мужчина. Ну что вы, проводите с ним время. Да, вам с ним классно, болтливо, весело и радостно. Ну, дальше что? По работе. Ну, по работе придется махаться, отмахиваться. Ну, вы отмашетесь. Кто-то мешает работать, кто-то вот вас что-то хочет. То есть вы строите, вот тут такой процесс идет, да, активный.
что вы отстаиваете, может, свои цены, свою планку, свою зарплату, что-то. Даже если вы не учитесь, не работаете, решать надо будет какие-то вопросы бытовые, да, доказать свою правоту. Новое начинание. У вас какое-то общество порадует, которое вас раньше не радовало. Что-то они к вам повернутся другим боком, прям будут улыбаться. Вы уже не рассчитывали на это. А наше здоровье. Здоровье. Рисковать здоровьем. Вот Козерог вроде серьезный, но на него иногда наплыв бывают каких-то странностей, да, что-то учудить, провести какой-то эксперимент над здоровьем, рискованный какой-то вид спорта, что-то съесть, попробовать такое, чего не надо, ну не надо. Для здоровья это не, особенно вещества, да, что это будет заскок конкретный. В личной жизни всадник мечей для женщин. Смотрите, сколько для женщин фигур. Еще и дурачок какой-то. Так, близится всадник с мечом. Даже у женщин, козерогов, мужчины такие, да, жесткий, критикующий, но сам по себе не особо-то там он интересный, да, такой, с мелких позиций. Что-то вас критикуют, знак Водолей, воздух, какой-то близнец, весы, едет на вас. Ну, для мужчин это ваш какой-то родственник, друг, вам с ним придется, ну, так вот, любит он покопаться в ваших каких-то проблемах, поколоть вам со своими... А женщина вообще нападала мужчин, там и всадник, и король, и шут, и всадник мечей, и всадник кубков. Все такие вот они, ну, такие вот для времяпровождения. Еще не всегда это приятно. Для тех, кто в браке, женщины, вот какие-то, то все равно крутятся вокруг вас. Для мужчин, ну, это ваши друзья, и далеко не все к вам позитивно относятся, я так скажу. Козероги. Козероги в опытах в мужском коллективе. Водолеи. Решение старой ситуации какой-то. Также выигранный суд, может быть, напрямую получение добро какое-то от государства, там виза, паспорт и так далее. Кому что. Работа. Ну, вы ходите на работу, раз у вас отлаженный процесс, если это может быть просто денежные вопросы, если вы не работаете. У вас вот такая вот жизнь, вы окружены людьми, которые хорошо знают. Женщина там какая-то поддержка в виде мужчины, родственника, может быть, какого-то короля кубка. В общем, такая обстановочка такая. О, социум, дьявол. Смотрите, карта дьявол. Двухсторонняя она такая. С одной стороны, вас могут попытаться обмануть. Причем вот использовать ваши какие-то слабости. С другой стороны, если вы занимаетесь магией, интересуетесь магией, то это как бы проявление ваше, можно пойти к магу, то есть это вот о чем карта. Да, это будет позитивно для вас. Просмотр какой-то, Таро, обратиться к Таро, обратиться к каким-то практикам и для вас. Самое время. А если нет, тогда получаете, что вас кто-то хочет запутаться, вратить, затянуть в какое-то общество, секту, кстати. Состояние здоровья, восставший из лежачих. Хорошая карта для выздоравливающих. Вы выздоравливаете явно. Поднимаетесь с постели. Прекращается период вялости, слабости, срачки-болячки. Особенно для тех, кто что-то там было с органами движениями, поломы, вывихи. Прекрасная карта. В личной жизни королева же, какая-то дамочка. Женщинам это соперница, причем соперница в негативном, перевернута, она что-то тревожится, что-то у нее не так, она может выйти с вами на связь. Если вы мужчина, ну, то женщина
которая очень хочет привлечь к себе внимание. И такая она вся блестящая, прекрасная. Ой, но Водолей по итогу как-то вот машется со всеми, отмахивается. Все его пытаются прогнуть под свой какой-то там шаблон. Водолей это не тот. Это не про шаблон вообще. Но главное еще и здоровье. И, в общем, Водолей очень активен на этой неделе. И особенно, я же говорю, что успехи в каких-то вот таких вот практиках. Кому-то духовных, кому-то бездуховных. Тоже, как говорится, каждый решает сам. С вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео.